Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре Turtle MK1, ПТСАУ Великобритании, 8 левел, прем ПТшка, подарок от нашего подписчика, от Петра, от Нигилиста, он же. Спасибо тебе большое, Петь. Обзор пилим. Итак, господа, у нас сегодня будет обзор по этой тачке. И будем мы потом, кстати, играть бой без голды. Посмотрим, как Turtle MK1 фармит без голды, чисто на одних ББшках. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Начинаем, конечно же, с бронирования мини-черепахи. Погнали. Итак, господа, Collision модель Turtle MK1. И давайте. НЛД у нас 186. Понятно. Лютой броней это не назвать. Нас сюда разве что только будут испытывать проблемы с пробитием. Там всякие СИ-5, Крайслеры GFK, не знаю, СИ-6 и все остальные нас сюда даже обычным типом снаряда будут пробивать. Центральная часть, стык между НЛД и основной бронеплитой рубки 236. А это уже, кстати, ничего. Сама рубка снизу 225, по углам до 240. 5,46. Верхняя часть рубки 267, и это уже неплохо. Маска орудия у нас такой какой-то дополнительный блин. Закрывает основную маску, боже, назвать даже не знаю. Снизу 285, 296, тут вот даже 500 есть, господи, 298. Ну, зашито люто. Воротник вокруг блина 270, 270, щель там под 300, верхняя планка в приведенке 135, по правилу 3 калибров пробивается только от 132 или 3 там с половиной миллиметров. Вот есть лючок 146, но он настолько маленький и узенький, понятно, иногда туда будут закидывать, но я думаю, что достаточно редко, потому что выцелить такой пиксель очень сложно. Боковое бронирование у нас, так, это с катками, наверное, да? Так, вот есть 107, да, 107, 137 это с катками, экраны у нас противокумулятивные стоят, сбоку рубка сама 152, ой-ой-ой, как много, здесь 103. Крутое бронирование, но от борта, понятно, эта штука не может играть, но в целом, еще раз, хорошо зашит верх, планка верхняя, маска орудия вокруг маски. Ну и тут есть вот места стык, остальное, это, конечно, вот голдой у нас будут сюда пробивать, я думаю. Ладно, вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались, давайте смотреть орудие. Идем. Значит, пушка у нас 8 левела. Вот, альфа 330, бронепробитие на основном, на ББХе 240, и как для фарма, я считаю, эту ПТшку хорошо подходит, можно играть без голды. Голда 270, бронепробитие, на фугасе 54, заряжается на стойке чуть менее 7 секунд, это на стойке. ДПМ на стойке 2900, 0,36 точность, очень себе неплохая, и менее 2 секунд время сведения, это все цифры на стойке. Касаемо полевой модернизации. Качаем во втором блоке усиленную ходовую, в четвертом отстройку параллакса, в пятом, естественно, к обзору штанговый перископ. Вторым слотом берем, если будете катать по оборудованию с закалкой, берите на живучесть. Если будете катать с вентилятором, возможно, лучше взять на разведку. Как-то так. По оборудованию всего лишь 2 реально живых сборки. Всегда у вас должен стоять досел и турбина. ПТшка медленная, поэтому турбина. А вот как у меня вместо вентиля вы можете поставить закалку. Кто как катает. Я буду сегодня обзор снимать с вентилятором. Вот, по снарядам. ББХ у нас летит основной 1050, отлично. Голда 1200, это подкалиберный, тоже хорошо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я пихнул доп. Паёк. Вот, у нас 6 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам в целом этой тачки. Что касаемо огневой мощи. Мы помним бронирование нашей рубкой верхней части маски орудия, и для рельефных, равно как и для городских, если мы за укрытие спрячем нижнюю часть корпуса, у нас есть минус 10.
особенно до рельефных карт. Отлично. КД пушки 5.43, у меня штрафы за то, что экипаж на 100% не переобучен, поэтому есть штрафы 5.43, а так было бы где-то 5.17. ДПМ, ребята, 3600, а так бы был 3800, опять же из экипажа. 0.33 точность, а могла бы быть 0.3. И время сведения 1.76, а могла бы быть сколько там? 1.68. Ну просто пушка невероятно классно. Нам вот такое вот время КД намекает на то, что мы на этой пушке способны ставить танки на каточек и не отпускать с него, то есть расфармливать до 0. Это круто, по пушке вообще вопросов нет. ПХП 1400, ПТшка штурмовая 8 левела, и, честно говоря, маловато для штурмовой ПТ. Ну что такое 1400? Ну, сколько есть, столько есть. По мобильности 29 вперед, 14 назад, менее 15 лошадей на тонну, нам намекает на то, что даже вот эту вот нищую скорость 29 км в час вперед он будет набирать крайне медленно. Вот по цифрам пока. По незаметности 20%, у меня нет перка незаметности у 2 членов экипажа, у остальных он только начал качаться. Я думаю, процентов на 30-32 можно рассчитывать. По обзору нищие 397 метров, а могло бы быть сколько там, 412, все равно мало, мало. Ну, как правило, на штурмовых ПТ-САУ всегда нищий обзор, к сожалению. И теперь обобщим. В целом, мы медленные, это факт, это минус, ничего с этим не сделать. Второй момент, у нас рубка, естественно, нет поворотной там башни, тоже мешает, нас могут закрутить, и ничего мы с этим не сделаем. Это основные минусы. Медленные и нет поворотной башни. Но все остальное, пушки, бронирование, это круто, даже незаметность есть. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, Turtle One способен. Так, господа, обзор боем у нас Turtle One, МК-1, да. ПТ-САУ, прем ПТ-САУ 8 левела Великобритании. Подарок от Петра, от подписчика. Обзор боем. Играем без голды, смотрим, как мы сможем эффективно фармить без голды. Поедем биться с тяжами. Ну, подвижность, конечно, слабая. Даже с турбиной мы еле ползем. Хорошо, арты нету, кстати. ЛТшка светит, стоит. Как бы нам борта бы не наполучать. Ну все, столпились тут. Сняли. Эмиль у них наглый. Терво работает.
Стервелла стоит. Так не хочется под нее бортом подставляться. Прям. А мы проигрываем. Нет никакого смысла дальше тут рашить. Надо уходить в сторону базы. Ну, это уже не тачится. Стволов перевес просто сумасшедший. Просто настреливаем, ребят. Просто настреливаем по КД. Ну тут уже в нас просто едут. Ну, ребята, успели 2500 дать. Ну чё, вообще просто счет 15-4 турбослив. И даже при всем при этом 2500 успели накекать. Не самый лучший бой, но мы делали все, что могли. Просто турбослив, ничего не поделать. Но при всем при этом играли на обычных ББшках, без голды. По мне, как броня здесь знатная, пушка очень интересная. Можно играть на этой ПТшке реально без голды. Вот, пожалуйста, первое место, 2800 мы даже, у нас блайнд еще зашел, да, почти 3К дали. Вот, представляете, как наши сыграли. Ну, дерьма кусок. Ну, что это такое вообще? По нолям. Е4 Супер Першинг, по нолям. Имба Т-103, по нолям. Кировец 1, 216. Барсик, ой, вообще жуть. Первое место заняли. Ладно, переигрывать не буду. Петру большое спасибо за подарок. Тачка знатная. На ней обязательно у нас и стрим будет, и прочее. Ребятам, вам, танкисты, рекомендую к покупке. Машина заслуживает нашего с вами внимания. Ребята, у кого уже есть Turtle 1, пишите свои комментарии, как вам это ПТ-САУ, как вам на ней фармится, используете вы голду, какое вы оборудование используете. Я знаю, что они, естественно, вместо вентиля ставят, закалку многие ездят. Но я пошел на ДПМ пушки, все, максимум на пушку заточил. Ну, за исключением, понятно, там никакого улучшенного прицела. Нам нужна здесь однозначно турбина, потому что подвижность даже с турбиной крайне низкая. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я по 5-бальной системе этой мотачки ставлю 4 с плюсом, но она реально заслуживает. Всем пока-пока, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.